Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор здоровья». Я начинаю это повествование не как врачебную лекцию и не как личную исповедь, а как спокойный, честный разговор о том, что происходит с тысячами людей прямо сейчас. Онемение рук и пальцев – это не ерунда и не возрастная мелочь. Это сигнал. Иногда тихий, иногда пугающий, но всегда важный. Я расскажу, что нужно делать, когда руки теряют чувствительность, почему это нельзя игнорировать и какие простые шаги реально помогают. Уже в середине видео будет момент, который многие зрители называют ключевым, поэтому советую досмотреть до конца. И сразу напомню, если информация полезна, поставьте лайк и подпишитесь. Так вы поддержите канал и не пропустите важное продолжение. Онемение редко возникает внезапно. Чаще оно подкрадывается. Сначала покалывание в пальцах, потом чувство ватных ладоней, ночные пробуждения, желание трясти руками, чтобы вернуть чувствительность. В этот момент большинство делает одну и ту же ошибку – терпит. А терпеть нельзя, потому что причина может скрываться в шее, в сосудах, в зажатых нервах или даже в нарушении обмена веществ. Я буду говорить простым языком, но точно. Если не имеют руки, тело уже подает сигнал тревоги. И дальше я покажу, какие упражнения нужно делать в первую очередь, чтобы улучшить кровоток и снять напряжение без лекарств. Начинать всегда нужно с самого безопасного – с движения. Первое базовое упражнение выполняется сидя. Спина прямая, плечи опущены. Медленно сжимаем пальцы в кулак на 5 секунд и также медленно разжимаем, максимально разводя пальцы. Повторяем 15 раз. Это упражнение улучшает микроциркуляцию и будет нервное окончание. Второе движение – вращение кистями по кругу, сначала по часовой стрелке, затем против, по 10 раз в каждую сторону. Делать нужно без боли. Если появляется резкое неприятное ощущение, уменьшаем амплитуду. Эти простые движения уже через 5-7 дней дают первые результаты. Но движение – это только часть системы. Народная медицина веками использовала средства, которые усиливают эффект упражнений. Один из самых простых рецептов – теплый настой из ромашки и зверобоя. Берем по 1 чайной ложке каждой травы, заливаем 300 мл кипятка, настаиваем 20 минут. Принимать по 100 мл 3 раза в день после еды, курсом 10 дней. Этот настой мягко снижает воспаление и улучшает проводимость нервных импульсов. Важно, это не волшебство, а поддержка организма. И дальше, ближе к концу видео, я расскажу, почему именно сочетание упражнений и таких средств работает лучше всего. Не пропустите этот момент. И если тема откликается, самое время поставить лайк. Есть еще одна деталь, о которой почти не говорят, но именно она часто становится решающей. Это положение шеи и плеч в течение дня. Если шея зажата, кровь и нервные сигналы просто не доходят до рук. Простое упражнение. Медленные наклоны головы вперед и назад, затем в стороны, по 8 раз в каждом направлении. После этого круговые движения плечами, 10 раз назад и 10 вперед, выполнять утром и вечером. Это база. Но дальше я покажу упражнение, которое многие боятся делать, а зря. Именно оно часто снимает ночное онемение уже через несколько дней, поэтому обязательно оставайтесь со мной до конца. Когда я говорю о причинах онемения, я всегда подчеркиваю, тело никогда не ломается без предупреждения. Очень часто проблема кроется в грудном отделе и верхней части спины. Именно там проходят сосуды и нервные пучки, питающие руки. Следующее упражнение кажется простым, но его эффективность недооценивают. Встаньте, сцепите руки в замок перед собой и медленно вытяните их вперед, округляя спину и опуская голову. Задержитесь на 10 секунд. Затем расправьте плечи, отведите руки назад и слегка сведите лопатки. Повторите 6-8 раз. Это движение снимает глубокий зажим, который годами может нарушать чувствительность пальцев. Теперь о народном средстве, которое используют давно, но применяют неправильно. Речь о контрастных ванночках для рук. Берем 2 емкости, в одной теплая вода, около 38-40 градусов, в другой прохладная, не ледяная.
Опускаем руки в теплую воду на 2 минуты, затем в прохладную на 30 секунд. Повторяем цикл 4 раза. Заканчиваем теплой водой. Делать процедуру 1 раз в день курсом 7-10 дней. Это тренирует сосуды, улучшает приток крови и уменьшает ночное онемение. Многие бросают после 2 раз, и зря. Эффект накопительный. И дальше я объясню, почему именно регулярность решает все. Есть один тревожный момент, который нельзя пропустить. Если онемение сопровождается слабостью в руке, ощущением чужой кисти или частой потерей предметов, это уже не просто усталость. В таком случае упражнение становится не просто профилактикой, а необходимостью. Одно из ключевых движений – упор ладонями в стену на уровне плеч. Медленно переносим вес тела вперед, растягивая запястья и предплечья. Держим 15 секунд, отдыхаем и повторяем 5 раз. Это упражнение улучшает проводимость срединного нерва, который чаще всего страдает при онемении пальцев. Теперь простой рецепт для внутренней поддержки нервной системы. Берем 1 чайную ложку меда и добавляем в нее щепотку молотой куркумы. Употреблять утром натощак, запивая стаканом теплой воды. Курс 14 дней. Куркума улучшает микроциркуляцию, а мед помогает усвоению полезных веществ. Важно, не увеличивайте дозировку. Здесь работает именно малое количество. Многие думают, что народные средства – это слабо, но в комплексе с движением они дают эффект, который чувствуется уже через неделю. И вот здесь я подхожу к моменту, который чаще всего становится переломным. Люди делают упражнения и пьют настои, но продолжают спать в неправильном положении. Если руки часто немеют ночью, обратите внимание на подушку. Шея не должна проваливаться или быть чрезмерно приподнятой. Перед сном выполните медленное вытяжение. Лежа на спине, аккуратно тяните макушку вверх, а плечи вниз, удерживая положение 20 секунд. Это снижает ночной спазм и улучшает приток крови к рукам. В следующей части я расскажу, какие привычки днем сводят на нет все лечение и как их изменить без усилий. Поэтому оставайтесь до конца. Есть привычки, которые незаметно перечеркивают все усилия. Одна из них – длительное положение рук ниже уровня сердца. За компьютером, с телефоном, за рулем. Кровь застаивается, нервы испытывают постоянное давление. Поэтому правило простое. Каждые 40-50 минут делайте паузу. Встряхните кисти, поднимите руки вверх и удерживайте их 15 секунд, слегка шевеля пальцами. Это простое действие резко улучшает отток крови и лимфы. Многие зрители пишут, что именно эта привычка стала поворотной. И сейчас важный момент. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это. Впереди самые практичные детали. Теперь упражнение, которое часто вызывает сомнения, но именно оно эффективно при онемении пальцев. Сидя или стоя, поднимите руку в сторону, ладонь смотрит вверх. Медленно отведите руку назад, словно хотите упереться ею в стену за спиной. Появится чувство натяжения, это нормально. Удерживайте 10-12 секунд, затем расслабьтесь. Повторите по 4 раза на каждую руку. Это упражнение мягко растягивает плечевое сплетение и освобождает нервные пути. Делать нужно без рывков, спокойно, с ровным дыханием. Через несколько дней многие замечают, что покалывание становится слабее. Из народных средств отдельно скажу о растирании. Вечером перед сном можно использовать камфорное масло. Наносите небольшое количество на ладони и предплечья, мягко массируя кожу 3-5 минут до ощущения тепла. Делать ежедневно, курсом 10 дней. Камфора усиливает местное кровообращение и снижает ощущение деревянных пальцев. Важно не использовать при поврежденной коже и не переусердствовать с количеством. Здесь не сила важна, а регулярность. Есть еще один момент, который часто игнорируют – дыхание. Поверхностное зажатое дыхание усиливает спазм сосудов. Простое упражнение. Медленный вдох через нос на 4 секунды, затем плавный выдох через рот на 6 секунд. Во время выдоха сознательно расслабляйте плечи и кисти. Повторите 8-10 раз.
Это упражнение кажется слишком простым, но именно оно помогает снять общий сосудистый спазм, особенно если онемение усиливается на фоне стресса. Используйте его перед сном и в моменты напряжения. На этом этапе многие чувствуют первые изменения и совершают ошибку, прекращают делать упражнения, а тело только начинает перестраиваться. Именно сейчас важно продолжать еще минимум 2-3 недели. В следующей, заключительной части я расскажу, как объединить все в одну короткую ежедневную схему на 10 минут и почему именно она дает устойчивый результат. Это ключевой фрагмент всего видео. Обязательно досмотрите до конца. Теперь я собираю все, о чем говорил, в одну понятную схему. Потому что главный вопрос всегда один. Что делать каждый день, чтобы руки перестали неметь? Утро начинается с движения. Сжимание и разжимание пальцев, вращение кистями и мягкие наклоны головы. Это занимает не больше 3 минут, но именно утром запускается кровоток после сна. Днем паузы каждые 40-50 минут, подъем рук вверх и дыхание. Вечером растяжка плеч, растирание и спокойное дыхание. Не нужно делать все сразу и долго, важно делать регулярно. И если вы чувствуете, что это видео полезно, поддержите канал лайком прямо сейчас. Очень важно понимать, онемение рук – это не враг, а сигнал. Тело говорит, что ему не хватает движения, тепла, нормального кровоснабжения. Народные средства здесь не лечение болезни, а способ создать условия для восстановления. Настои, ванночки, мед с куркумой – все это работает только в системе. Если убрать хотя бы одно звено, эффект будет слабым. Именно поэтому многие разочаровываются, а другие получают результат. И сейчас вы уже знаете, чем они отличаются. Отдельно скажу о терпении. Нервы восстанавливаются медленно. Это не таблетка, которая подействует за час. Первые изменения обычно появляются через 5-7 дней. Уменьшается ночное онемение, реже появляется покалывание. Через 2-3 недели руки становятся живее, теплее, движение увереннее. В этот момент важно не останавливаться. Лучше делать меньше, но каждый день, чем много и от случая к случаю. Я намеренно не перегружал вас сложными терминами и пугающими диагнозами, потому что в большинстве случаев все начинается с простых вещей – осанки, дыхания, движения и внимания к себе. Но если игнорировать сигналы, проблема может углубляться. Поэтому используйте то, что узнали сегодня, и делайте это осознанно. А если у вас есть свой опыт или вопрос, обязательно напишите в комментариях. Это помогает другим зрителям и делает канал живым. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поставьте лайк, подпишитесь на канал Доктор Здоровья и поделитесь этим видео с теми, кому оно может помочь. Ваши подписки и комментарии – это не просто цифры, это мотивация делать больше честных и полезных материалов. Берегите свои руки, слушайте свое тело и оставайтесь с нами. До встречи в следующих выпусках.